Адекватное приложение без лишних функций. Все на русском. Будильник можно устанавливать прямо с часов. Датчик насыщения кислорода, управление камерой и, наконец, многозадачность в бюджетном устройстве. Теперь секундомер можно свернуть. Пульс у воздуха часы не считают. Или лучше Mi Band 5. Tube 562, всем привет, вы на канале Польза.нет. Здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов. Подписывайтесь с лайком, и сегодня после обзора на фитнес-браслеты Oppo Watch, Realme Band и Mi Band 5 через призму этих лоукостов я расскажу вам об умных фитнес-часах Realme Watch. По ходу буду сравнивать их с Xiaomi Mi Band 5. Упаковка желтая, веселая. Внутри все скромно. Внутри часы, магнитная зарядка и инструкция. Магнитная зарядка, ну, очень добротная. Притом инструкция максимально подробная и полностью на русском языке. По сравнению с тем же пакингом у Mi Band 5, эта карабулька мне больше понравилась, хотя, возможно, кому-то и меньше зайдет. При вскрытии после изъятия комплекта мне не понравилось качество ремешка. Он не убогий, но дешевый и довольно неудобный, быстросъемный. Спать в часах можно комфортно, только к ремешку придется привыкнуть. Для активации устройства достаточно подключить его через магнитную зарядку к любому USB-порту под напряжением. Часики завелись. Скачиваем программу Realme Link на телефон, либо поиском на маркете ищем ее, или просто скачав по QR-коду. Далее даете ей все разрешения, включаете Bluetooth на устройстве, находите в программе часы. Сопрягаете часы с программой, обновляете прошивку часов и в итоге начинаете их настраивать. В программе можно настроить перманентное измерение пульса, отслеживание сна, установить один из 12 watchface'ов, по мне довольно мало. И в отличие от Mi Band 5, анимированных watchface'ов, как и многозадачных watchface'ов, нет. Притом у Realme довольно скромное их количество, как я уже упомянул, всего 12. В Realme есть напоминание о вызове, уведомление от всего, что вы настроите в программе. С часов при звонке на сопряженный телефон можно отключать звук или отклонять вызов. Отвечать на вызов нельзя. Русский шрифт, конечно, они выводят. Читабельность экрана по мне просто великолепна. С другой стороны, размер шрифта изменить на данный момент нельзя. С часов можно изменять интенсивность вибрации, яркость дисплея с диким запасом и шаг изменения в 10%, а не в 20%, как у браслетов, в том числе у Mi Band 5. Но опять же у Mi Band 5 яркость выше. Активация поворотом запястья отрабатывает, притом хорошо, но настраивать ее скорость здесь нельзя. Из нестандартных плюшек пульсоксиметр, который считает насыщение кислородом, управление камерой и управление плеером. Притом управление камерой работает только если камера активирована на телефоне. В противном случае при нажатии на снимок уменьшается громкость вывода мультимедиа на устройстве. Есть интересная функция напоминания о воде. Интервал напоминания вы выбираете сами. В наличии напоминания о бездействии, которое здесь называется напоминанием о подъеме. При управлении музыкой можно также управлять плеером YouTube. С другой стороны, все это есть в Mi Band. И перелистывание треков, и увеличение-уменьшение громкости прямо с экрана. Удобно, что мониторинг сна можно посмотреть прямо в часах. Прямо в часах можно настроить будильник. И если вы запустили секундомер, вы можете выйти из него, а он в свою очередь при этом продолжит отсчет. И по возвращении в данный пункт меню выдаст значение с отсчетом из исходной точки. Вот она, магия многозадачности. Для спорта же функции крайне скудные. Понятно, что нет модуля GPS, но часы даже плавание считать не могут. Хотя защита от влаги и пыли IP68. И при отслеживании активности экран постоянно гореть не может. Как и нельзя в процессе активности управлять плеером или выходить из отслеживания без паузы. В часах нет встроенного тренера для спорта. Нет отслеживания плавания и отслеживания стресса. При том, что у Mi Band 5 не только это есть, а они еще и грибки. Пусть даже примерно, но считают. По моим ощущениям, при отслеживании шагов Realme не считают каждый 10-й шаг. Mi Band 5 шаги считает корректнее. И погоду Realme показывают только на 2 дня. Mi Band 5 на неделю с ветром и влажностью. С другой стороны, Realme не считает пульс у воздуха. Я разбираюсь в теории данного вопроса, и то, что программисты не смогли настроить сенсор Mi Band 5, и он считает всякий бред, находясь на предметах, исключительно их ошибка, что и кто бы вам красивыми словами не объяснял. Но в Realme есть медитация, смайлы Realme не выводит в сообщениях, иконки приложений пока также не показывает, но сообщения приходят просто моментально. Ответить на сообщение нельзя. Габариты Realme Watch довольно миниатюрные, 36,5 на 25,6 и на 11,8 мм, при весе в 35 граммов. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3, а-ля фобка по ощущениям
ощущениям есть. По управлению одна кнопка для разблокировки, а основное управление происходит за счет сенсорного экрана. Можно активировать его поворотом запястья, помимо кнопки. Микрофона и динамика у Realme Watch нет, как и у обычного Mi Band 5. При том, что микрофон есть в Mi Band 5 с версией NFC. Экран Realme Watch 1,4 дюйма LCD IPS, плотностью 323 ppi, 320 на 320 точек. Пластиковый корпус и рамки, стеклянный дисплей. Внешне выглядит хорошо и дорого. Ремешок, повторяюсь, быстросъемный. Яркость 380 нит. Напоминаю, что у пятого Mi Band AMOLED дисплей 1,1 дюйма. И количество точек у него 126 на 294. Он также цветной, такой же сенсорный, но яркость у него на 70 нит больше, а конкретно 450 нит максимальная. Автономность у Realme при полной загрузке и отслеживании всего и вся обещанная 14 дней. По факту около недели. Цена по ссылке в описании к видео $56 с бесплатной доставкой. Отзывы появляются быстро. Купить можно в разы дешевле с купонами. Почитайте как, добавляйтесь в Telegram, узнаете, как это делают мои подписчики. Смотрите отзывы о товаре по ссылке в описании. Может быть, у людей, купивших данный девайс, появятся новые эмоции по данному вопросу, так же, как в комментариях под обзором. Владельцев много, информации много, лучше о ней знать. Резюмирую, советую. Здесь нет множества функций, как у Mi Band 5, которые лично мне не нужны. У Realme понятный интерфейс, приятный форм-фактор, большой читабельный экран. Функционально более богат Mi Band 5, но подсчет кислорода, большой экран, возможность устанавливать будильники прямо с часов и многозадачность – это конек Realme. Если забыть о цене, Realme лучше. По соотношению цена-функциональность впереди Band. Им даже платить можно будет с версией NFC в перспективе. Ставьте лайк за труды. На канале разыгрывается 5 Mi Band в пятой версии раз в месяц, 30 числа. На стримах стримы сохраняю. И еще 4 конкурса сейчас идут, все условия в описании. Можно много чего выиграть. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще купить в комментариях. Девайс сюда или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.